Здравствуйте, приветствую, друзья! Вы на канале Brainstorm. И это новое видео по террарии, да. Кстати, вот в той части, если вы помните, я говорил, что как-то подфризивала, да, подлагивала картинка. Я вроде на видео этого не заметил. Так что это может только у меня при записи, да, конкретно. Так. Чё я без хп? Чё без хп? Что-то плачу без хп. Ну, в прошлой части мы остановились на том, что победили армию гоблинов, да. В этой части я хотел пойти в половить бы червячков, да, не мешало бы, чтобы порыбачить в будущем. Хотел бы пойти в подземную пустыню, сейчас, наверное, туда мы отправимся, но я перед этим разъясню, что как хочу делать. Скорее всего, сейчас пойдем в пустыню, и потом, да, к концу серии хотелось бы сегодня, да, по планам убить глаза Ктулху. Ну, это мы уже посмотрим, да, потому что хоть какой-то экшен должен быть в серии, а поход в пустыню, да, там и не скажешь. Напоминаю, что я хочу там найти, да, хочу найти кошечку. Кошечка Бац, по-моему, если не изменяет память, а могу сейчас, конечно, такого наговорить, что прям ужас. Так что так, отправляемся в пустыню. Я сейчас, наверное, даже... Ой, не туда. Что-то я забыл. И вы напишите, кстати, вот как вам больше может нравиться, чтобы я меньше, допустим, каких-то вырезок делал, да, или прям вот подряд пытался говорить, да, не отвлекаясь ни на что, и, ну, короче, просто говорил много, без паузы. Или вот такие скучные моменты, да, когда хочется помолчать, там скучно происходит, какой-то недофарм, там, или после смерти, там, очередное, да, добирание от слова добираться в плане доходить. До какого-то скучного. Вот сейчас бы, допустим, я не говорил, да, всякую чушь там даже, или не чушь. И, ну, молчал бы, допустим, да, и просто вырезал, нажал бы, ну, стоп записи, да, и потом бы включил ее, как только зашел бы. Или же вот так. Не знаю, как вам больше будет нравиться. Ну, по крайней мере, сейчас попробую. Очень мне сейчас больно будет. Попробую сейчас говорить, да. От разговора еще никому плохо вроде не становилось, но могу быть не уверен в этом. Так, ну что, нам еще идти дальше? В принципе, мы можем пойти сейчас влево сюда, да? Окей, допустим, не тут, а в нижнем. Ну, это вообще подстава. Ну, конченые прислужники, я их ненавижу, то что у них... Кстати, вот я не зря хотел пойти, да? Спасибо муравьиному льву, который стыбзил мои деньги, да, подсветил мне сундук. Замечательно, что там есть он. Сейчас побежим. Я не знаю, о чем мне еще говорить. Нужно будет еще, да, я не знаю, до глаза Ктулху готовиться, да, по зельям, или после уже, да, там, до мозга. Вот смотрите, я все равно сейчас не смогу сделать, ну, по бафам, да, из рыбы, какие мне до хардмода доступны. На 10% меньше получения урона, да, это нужно просто в обычной пещере половить. Потом зелье на крит есть, в Кримзоне ловится рыба, но мне крит не нужен, потому что я призыватель, да, у меня урон не бафается. Ну, крит, вернее, не бафается. Я просто чистым голым уроном бью. Это если бы у меня был порча в мире, да, я мог бы рыбачить на урон, да, зелья. Вот, и зелье призывов в подземных джунглях. Я вообще могу его ловить, допустим, ну, когда я его могу ловить, да, допустим, когда к пчеле пойду. Я мог, конечно, половить потом, но мне кажется, для глаза Ктулху нам хватит стандартных до 3 бафов, которые нам надо просто скрафтить. Я помню наизусть их крафты, поэтому это не составит труда. Ну и ингредиенты есть, что там нужен. Цветок дня. Кстати, убить бы глаза Ктулху, да, чтобы поселилась дриада, у которой я бы купил не формочки, как они называются, катки, по-моему, для цветочков вот этих всяких зельевых. Вот, цветок дня бы посадить. Я бы не отказался. Ну и, кстати, наверное, по опыту я буду ломать вот эти все, по возможности, да, все эти кактусы, потому что, судя по всему, они очень много проблем нам приносят. Так, ну и мы забираем...
перестрахуемся лучше. Долото, долото, не знаю, как это называется. Но это... Могу перевести, да, на русский язык. Кусок навоза нам выпал. Но мы не расстраиваемся и проходим дальше. Ничего тут разбирать. Это что такое? Знаете что, я... А как он проник? Ну, фу, это вообще... Как? Вы видели этот баг? Он проник, походу, вот тут где-то... Ну, там, кстати, ничего нет, окей, можно туда не идти. Он проник сквозь эту щель как-то, пока я заставлял. Это что-то вообще дичь. Я не был готов к такому. Так, сложим сейчас все, что выпало, и побежали дальше. Поэтому я даже не знаю, когда мне готовить зелье, да, для босс-файтов. Кстати, сейчас самое интересное, проверю запись. Запись идет замечательно. Мог и забыть запись включить, да, случайно отключить или что-то еще. И тогда накрылось бы все медным тазом, как говорится. Забегаем до пустыни, чё. Очень повезет, если мы найдем в скором времени эту кошечку. Кошечка, кто не знает, дает 5 брони, да, ну если, ну, как костер. Пассивный эффект при нахождении в близости. 5 брони, ну прикинь, 5 брони. Там не плюс, там 10%, там 20 даже. 5 брони. То есть для этого этапа это мега круто. Там для следующего, ну это может зарешать там пару хп, я, допустим, сохраню. И выживу там на лоу хп. Тоже будет не лишним, но... Но все равно мне это понадобится, я думаю. Тем более я буду крафтить. Ой, крафтить. Заговариваюсь уже. Не привык так много говорить вот прям подряд и еще и со смыслом. Обычно или несу какую-то дичь, что я могу сейчас делать, или по смыслу. В общем, не об этом. А буду фармить в... Кстати, ни одной кровавой луны. Только хотел сказать про кровавую луну, ни одной кровавой луны не было. До сих пор. Я думаю, тут можно с карабина бомбу закинуть вниз. В хардмод я только перейду. Самый первый посох, который я хочу получить, это посох сангвиника, да. Он падает из дреднаутилуса в кровавую луну при рыбалке. Для этого мне нужно до хардмода пофармить кровавую луну, выбить хотя бы, ну, 3 штучки кровавые слезы, да. Плюс удочку, при которой, да, шанс выловить моба. Не могу пройти. Шанс выловить моба увеличится, да, x2, по-моему, при наживке. Ну и плюс у нее там у самой шанс типа больше. Поэтому почему бы и нет. Просто на обычную удочку ловить без наживки крутой. Ну как-то не очень. Хочется, мега долго будет, мега бесполезно, бессмысленно и вообще, короче, нет желания. А тут плюс я могу сейчас получить, если, допустим, в относительно скором времени, да, появится... Так, не показался ли там сундук? Он просто показалось. Поломаю кактусы. Там я ничего не вижу, а вот справа золотишко бы добыть. С этих челов замочим. Окей. Добудем, я даже, знаете, как сделаю сейчас. Даже не так, даже липкую бомбу сделаю. Ну так, остаток могу докопать вручную. Ну, остаток, наверное, 2 штуки. 2 штука. Смотрим дальше. Тут ничего. Сверху полазить. Полазим, и там снизу еще он муравьиный лес летает взрослый, поэтому не стоит терять надежду. Ни одного сердца, видели? Ни одного. Ни гольфиста, ни кошечки, ни даже ботинок юного наездника, да? Ботинок. Не знаю, как правильно сейчас склонить это слово. Обуви. Скажем так. Ничего нету. Карабинная бомба. Сейчас пойдем туда. Повалился в нужном направлении. О, я не зря сюда пошел. Смотрите. Сейчас мы добудем. И это ракушка. Ну, не то. Но это лучше, чем вот это долото, да. Или долото. Напишите, как правильно, кто знает.
РП, что такие львы, они довольно опасны уже. Так, ну тут ничего, тут пусто. Едем дальше. Так, достал. Все повалилось, окей. Так, лицо я получил только от этого чела. Там все окей, разминировал. Вот эти черви за... Ну, меня сейчас убьют. Нет, я сильнее. Я просто был сильнее. Крутой. Ну и давайте, знаете, что сделаем? Давайте тут сразу начнем. Рыбак покинул. А чё он покинул? Чё, все плохо с рыбаком? Состарился, наверное. Наверное, состарился рыбак. Окей, продвигаемся. Тихо. Вот тут можно вниз продвинуться, да, там еще снизу полость. А это... Подожди. Не, ладно, это еще. А вот мега огромный, гигантский муравьиный лев. Рыбаку ничего не помешает. Гигантский муравьиный лев, так еще летающий. Это самый, наверное, опасный чел в подземной пустыне. Сейчас закинем. Палку чекнем, что тут. Я умер. 2 золота. А там, по-моему, снизу домик. Нет? Тут еще большая полость слева. Я не знаю, вернуться. Я, наверное, сейчас даже нажму на паузу, потому что... а шо еще? А как по-другому? Окей, сейчас надо вернуться и забрать мое состояние и найти эту сраную кошку. А знаете что? Я вообще так подумал и решил, что можно даже в другом месте. 2 золота, ну, не сильно много. То, что там сундука... Ну, сундука я там не видел, да, окей. Будем честны. Смысла идти туда сейчас особого нет. Поэтому мы спустимся пониже. И вдруг тут что-то будет, да? Падают, тут все падает. Ага, видели? Вот тут заметил кнопка. Слишком плоский, да, и пол, и потолок был. И там как раз таки была кнопка. Так, закинем. А, вот ты меня не скинешь, гад. Сердце, первое сердце. Ура! Поздравьте меня. Поздравьте меня в комментариях, напишите, сколько за такое количество времени в пустыне вы находили сердец. У меня первое. Именно в этом мире. И 2 зелья регена, кстати, падают. Лол, ору. Так, давайте сейчас взглянем. Ничего интересного. Сейчас мои прислужники там разберутся. Сейчас добуду как раз. Там большой муравьиный лев, конечно, с мега миллиардом брони. По-моему, он, кстати, сюда упал. Нет, еще не упал. Он сейчас упадет. Так, кристалл жизни забираем. У меня остается 2 сердца. Ну, вообще 3 желательно найти, да? 2 проюзать и 1 на лампу. Вообще, чем больше, тем лучше. Поэтому я ни от чего не откажусь. Главное, чтобы была тут кошечка. Да? За кошечку, конечно, как говорится, за кошечку и двор, как не говорится. Поэтому да. Так, тут что-то вообще грустно, кидаем бомбу. Кидаем даже вторую, можно кинуть сразу. Так, что съехало чуть-чуть, но меня устраивает. А, факела! А чё? А, 500 у меня 500 геля, ну, тогда ок. И, по-моему, справа, да, справа здание. Шикардос. Шикардупола. Я его чпокну еще. Ты смотри на кого. О, это прям... А чё я рыбак сюда пришел? В смысле? А, это Малер. Подождите. Тут кнопка с NPC. Вы чё, рофлите? А это так работает? То есть они у меня с дома.
Да, лол, они у меня с дома телепортировались сюда. И еще одна ракушка, но это цирк. Ой, забываем. Это цирк. Я вверх даже идти не буду. Я еще хочу кого-то призвать. А что за цирк? Ну тупо телепорт для NPC. Ха. Честно, я не знал, что это так работает, челы. Вот вообще. Чел ты, как говорится. Я думал, это этот гольфист. А прикиньте, это кто-то нажал, походу, червяк нажал на кнопку. Кстати, они отдеспавнили сразу же все. Это еще больше цирк. Они отдеспавнились. Ну, типа тэпнулись, да, к себе домой. Так, тебе на помойку. Я очень рад, что мне выпала эта кирка, тогда я копался раза в 1,5, наверное, дольше, да, если не в 2. Кримтан ненужный. О, 5 золота, да, будет, да, ну хоть 5. Тут не меньше. Ну, кстати, обычно... Ой. Жить. Все попадало. Обычно, смотрите, в среднем при... Я, кстати, сейчас могу вернуть свои золотые, да, этого муравьиного льва. Ну и норм. Нойс. Обычно при нахождении сундуков, я не договорил, да, возле лавы, да, в краях пустыни, обычно там вот может кошечка лежать. Но это в среднем. Зачастую я... Ну как? Ну, почему по 70 он не снес? Почему? О, боже, ну ладно. Сейчас будем бежать обратно, чё. Вообще, знаете, я так подумал. Я сейчас не хочу бежать за теми золотыми. Сейчас я рассортирую все предметы. Возьму линз. Кстати, звездная ночь, вот, блин, в такую бы ночь, да, убивать глаза Ктулху. Чтобы на него там пару звездочек упало. Вот. Соберу, ну, пару линз, на пару призывалок буквально, да. И пойду, ну, телепортируюсь на ракушке. Сейчас это все сдам, бесполезное. Это я оставлю зелье регена. Вот, сварю зелье и буду спать на кровати, ждать следующего утра. Зелье шипов можно выпить. Почему нет? Вот, ждать следующего, вернее, утра, ночи и потом призывать глазика, да. Все, я предлагаю так вам и сделать. Сейчас я беру при вас, да. У меня на одну призывалку только хватит. Ой. На одну. Можно сейчас пойти пофармить по ходу, конечно. О, стопе. Прислужников мы выключили. Зачарованные ночные ползуны сейчас в звездную ночь в эту спавнится. Что очень неплохо. Но, впрочем, мне все равно, поэтому телепортирую сейчас на пляж. Не туда, куда нужно. Окей, теперь туда. Спавню опять прислужников. И бежим. Нам одного глазика хватит. Ой. Тихо. А я сейчас сдохну. А не надо. Кстати. Это лежала мертвая трава. Плохо, что тут. Вот она вот спела, да, просто нужно полнолуние. Просто нужно полнолуние. А полнолуние будет скоро, поэтому... Ну, она больше половины уже до луна прошла. Буквально через 2-3 игровых дня, да, будет уже полнолуние, можно собирать мертвую траву. Спускаемся сейчас к алтарю, делаем один глаз. Мне он нужен ради щита Ктулху, да? Окей, он мне не нужен там ради чего-то сверх. Так, запись проверить. Запись идет. Окей, зелье скорости, еда, реген. Я не буду брать зелье шипов. И сейчас возьму
Надо баночку найти, я не помню, у меня баночки вообще лежали, не лежали. Да, лежали баночки. Надо сейчас все... Стоит у меня банка на столе? Ага, не стоит. Одну ставим. И бежим сейчас все пополняем баночки с водичкой, да? Кстати. Извиняюсь. Мое почтение, но там мега-мега много этих червяков. Одна из самых лучших возможностей — это бюджетные наживки. Это вот эти вот черви. Зачарованные ночные ползуны. Я прям вот настолько жадно сейчас это делаю, то что прям сам кайфую. Спускаемся вниз в шахту. Тут, по-моему, водичка где-то была у нас, да. Сейчас сразу и наполним эти баночки. Наполняем банки с водой. Бутылки, да. Тэпаемся домой. Я не хочу подниматься. Ой. Ну, блин, я забыл, что он так работает. Еда, реген. Берем одну баночку с собой. Все остальные ложим. Берем цветок дня. И берем сейчас из сундука с рудами. Не тут. Вот тут. Железную руду. Ну или свинцовую, да, можно. Подходим к бутылке. И крафтим себе зелье из железной кожи. Все, бафы простецкие есть. Можно ложиться спать и ждать следующего утра, а потом ночи, да. Окей, ждем. Ну тут прибыл странствующий торговец, да. Ну мне не интересно у него ничего. Еды я у него купил. Пиво мне не интересно, или саке, да, как у него. И все, для призывателя он ничего другого не приносит, поэтому пропускаем. Так, ну окей, я не знаю, когда там начинается ночь, но я думаю, я уже начну запись. Сейчас странствующий... он, по-моему, уходит, кстати, вот как раз таки ночью, да, странствующий торговец, он как-то активно начал двигаться. Двигаться в направлении, да, к правой части карты. Кстати, полная луна. Срочно телепорт, срочно. О, как удачненько. О, ё-моё. Ботинки хождения по воде. Это просто чудо. Это просто чудо, шикарнейшее чудо из чудес. Ботинки хождения по воде. Вы понимаете, если я сейчас... Ну, челы, я против этого. Честно, я против. А чё все в одну кучу сразу все? Какие слизни падают с неба? Я не хочу короля слизни убивать. У меня, конечно, есть еще одна флажка, да. Блин, а походу, знаете еще, походу придется. Извините, да, друзья, вы хотели сейчас, я пообещал, но слишком долгая получится серия, да, если я сейчас так сделаю. Поэтому я сейчас телепортируюсь домой. Ну и начинаем сражаться со слизнями, да. Я хочу питомца. Он мне тогда еще, когда приходил просто 2 раза без призывалки, он мне не дропнул ни одного питомца, ни одного. Он дропнул мне 3 сиденья, да, свои там, седла, которые типа крутые, там, да, слизня призывают, там, ты на нем скачешь. Такой молодец. Но при этом, что мне с этого? Ну, то есть ну, у меня есть оно уже и толку, вот оно есть. Вот на слизне могу прыгать. И на слизне. Ну, а толку? Я хочу питомца. Питомца с короля слизней. Я очень надеюсь, что он выпадет. Очень надеюсь на это. Кстати, вот, можно очень хорошо подфармить этих. Сейчас зелек, да, вот зелье шахтера выпало. Голда может выпасть, да, вот факела. Ну, слизни они такие, да, вкусненькие. Вкусненькие, сладенькие. В прямом смысле, я думаю. Окей, я тогда убиваю сейчас слизней. И потом призывается у нас босс. Так, призвался у нас мистер очередной слизень. Сейчас буду... Я не буду бафаться, не буду. Это все мне не надо. И сейчас он отвалит. Побеждал до этого без бафов. Победю, да, держу победу и сейчас.
бесполезно, чел. Сопротивляться сразу лучше сдаться. Котик у меня чем-то недоволен. Наверное, его кормят плохо. Последний раз кормился он около часа назад. И все равно недовольство прям вот прет. Прет из него недовольство. Да я тебя слышу, ничем помочь не могу. И... Божечки. Ну я думаю, вам слышно это на видео, потому что пару раз слышал, когда просматривал. Почистим этот мусор весь. Ай-яй-яй. Спустил он меня. Такое. Так, надо аккуратнее, прям мега аккуратно. Возможно, знаете, что надо будет сделать? Для глаза Ктулху, может, даже надо будет расширить свою арену. Я не уверен в этом, но... Смотрите, вот я сейчас, допустим... Ну, это первый король слизней, который надрал мне задницу. Просто из-за того, что я что-то я отвлекся. Маленечко отвлекся. Ну, я в любом случае второго сейчас не успею призывать, да? Ну, а толку, типа, дать убивать сейчас. Ну, добью, окей. Второй вряд ли призовется, потому что, по-моему, лимит даже по слизням есть. Или по времени, да. Сейчас сломаю туда могилку мою. Я, конечно, подожду, но если ничего не произойдет, я к вам вернусь. Так. Прямой, просто прямое включение. Я так понимаю, я не знаю, как эти скрипты работают, да? Но, скорее всего, если во время первого, ну, во время дождя из слизней, допустим, пробудился босс, да, его не убили. Я думаю, знаете что, можно даже хавчик можно и захавать. Я думаю, ничего плохого от этого не будет. Реген выше и замечательно, да, его на больше. Если, допустим, я вот сдох вот как в этой ситуации, да, от первого короля слизней, но дождь продолжается, да, я убью следующую сотку синих гадов, то по идее заспавнится второй, да, вот сейчас заспавнится. Ну, буду иметь в виду, да, это довольно полезный инфа, кто не знал, вы пользуетесь, да, если вы даже слились там или играете соло, или играете там с другом и слились первому королю слизней, то не беда, да, если дождь из слизней продолжается, то вы можете еще свободно ждать второго, да, просто активно убивайте там под синей свечкой или там еще под чем-то, да, под чем-то в плане бафом, дебафом, да, там зелье битвы или что-то такое. Подкрафтить бы еще лечебных зелий, да. Так, срочно на левую часть арены. Но я этого должен добивать. Если он меня сейчас как-то не зажмет, то он труп. То есть в любом случае я бы двоих сейчас не убил. Да, я бы двоих не убил. Убил бы одного, но просто было бы это раньше. Ну, оп. Больше слизи пофармлю, да? Геля, вернее. Все, он труп. Изи. Выпал питомец. Ура! Не зря я старался. Питомец. Королевское лакомство. Вы просто посмотрите на этого няшку прыгающего. Сейчас закончится дождь из слизней, кстати. Слизни прекратили падать с неба. Вот. Все. Вот такая у нас получилась серия, да? Сейчас заберу все это и буду заканчивать, разложу по сундучкам. Откроем мешочек, из мешочка ничего интересного. Реликвию продадем реликвию. Зелье положим, смотрите. Призывалку положим сюда, куда-то вниз. Все, вот это продается. Семена мертвой травы, кстати. Очень полезные семена. Надгробие удаляю. Это продавать зелья эти можно. Очень много нафармил этих знамен синий слизни, да. Так, это продажа, вот это все продажа. Все, вот это все почти 1000 геля. Так, продаю сейчас. Продаю это все дело. Еще раз перепроверяю, ничего лишнего нет, ничего. 9 монет золота сверху получаем. Питомец первый прикольный есть. Ну и глаза Ктулху я отложу на следующую часть.
На этом я буду заканчивать. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, зовите друзей. Всем удачи, всем пока.